Всем привет, друзья! С вами снова канал Искатель Призраков. Друзья, спасибо за то, что вы голосуете, за то, что вы поддерживаете, за то, что вы меня смотрите, пишите комментарии, свои предложения. Так как большинство людей проголосовало за Зеленый театр, спасибо вам за то, что вы голосовали. Голосование набрало свыше 68% и проголосовало больше, чем 150 человек. Спасибо, ребята. Я ценю ваше мнение, и мне просто очень интересно, что вы хотите увидеть в моих видео. Сейчас я нахожусь там, где Зеленый театр. Видите? Вот это он. Но тут, к сожалению, друзья, я не знал, что сюда уже попасть нельзя. То есть еще год назад по источникам можно было сюда попасть. Смотрите, тут даже такой вход. Так как я обещал видео, я не буду ждать еще неделю или две. Я не знаю, сколько будет еще видеокамера находиться в сервисном центре. Так как они поступают, это просто ужас какой-то. И вообще сказали до 30 рабочих дней. То есть, я 30 дней не могу ждать. Понимаете, да? Прекрасно. И вас без видео тоже ставить я не могу. Я общался с охраной. Тут они проводят дискотеки. Вот там внизу. Здесь один вход, там второй вход. Вот это вот все было заброшено. Помимо того, что здесь были еще катакомбы. Историю театра я вам расскажу. Видео, к сожалению, самого театра лично от меня я вам показать не смогу. Но я смогу вам показать источники, те, которые были сняты ранее. Вот это там второй вход. Честно говоря, я приезжал сюда еще вчера. Я очень сильно хотел сюда попасть. Это было, ближе к вечеру. Но охранников самого театра я не увидел. Увидел охранников других, которые соседние охранники. И спросил у них, вообще можно сюда хоть как-то попасть? Они мне сказали категорически нет. Сюда попасть нельзя. Там собака, там камеры и там охранник с будкой. Вот таким вот забором везде застроили. И вот ворота. С другой стороны так же самое все. Это вход с другой стороны, но тут тоже ворота, все перегорожено. Там будка с охраной. Вот, не знаю, как на телефоне. Может, подойду ближе. Вот. И там собака. Как мне один охранник с другого объекта намекнул. Вы знаете, как у нас это делается. Дойдите там, денег каких-то там, и вас пустят. Понятно, что за 10 гривен тебя никто пускать не будет. Ближе подходить не буду, друзья. Вот собака, если вы видите, ходит и там начинает гавкать. Не хочу людей беспокоить. Вот туда вот вдаль тоже все вот это огорожено. И, вся территория полностью, друзья, огорожена. Вот, друзья, тут еще такая будка возле театра. Такое вот здание какое-то заброшенное. Что за здание, неизвестно. Так как, друзья, я настойчивый человек, я обещал вам видео, и вы проголосовали за этот театр. Я нашел картинки, я нашел видео в интернете. К сожалению, да, это не мой материал, но я уже все смонтировал и буду вам сейчас рассказывать историю этого театра. Не переключайтесь, друзья. Вот как театр выглядит сейчас с птичьего полета. Видно, что здание довольно старое и требует уже реконструкции. К сожалению, в это здание сейчас попасть невозможно. Первые стены Зеленого театра появились в середине 20 века.
Вот одни из первых картинок театра. Год, к сожалению, неизвестен. Сделаны фотографии. Верхняя полукруглая подпорная стена сооружена в 1853 и 1854 годах. Нижняя прямая подпорная стена построена чуть позже. В 1856 году двухъярусная сводчатая галерея с ружейными бойницами. Она должна была закрывать подходы к Цепному мосту и охранять Подольский набережный верх укрепления, более известный как Подольские ворота. Через обе подпорные стены проходил подземный ход, соединявший мастерские на Арсенальной и водокачку на берегу Днепра. По подземелью были проложены чугунные водопроводные трубы. Много ходит легенд про Зеленый театр, и многие киевляне верят, что тут обитает полтергейст по имени Хозяин. Якобы, если сюда пришел и не поздоровался с хозяином, ходят легенды, что потом тебя настигнет беды. Как в это верить, я не знаю, но расскажу вам про это место все, что узнал. Искать призраков. В начале 20 века крепость начали использовать как склад, а верх в качестве водокачки. Позже башню снесли, а между стенами построили кинотеатр. Кинотеатр был построен после Второй мировой войны в 1949 году. Центр города был в руинах. Поэтому архитектор Александр Власов предложил построить развлекательный центр на склонах Днепра. Здесь был разбит парк с каруселями и амфитеатр на 4000 мест. С открытием Октябрьского дворца и гидропарка Зеленый театр утратил популярность. В начале 1980-х годов была осуществлена реконструкция Зеленого театра. Упорядочили сливные колодцы, укрепили верхнюю стену, соорудили гранитные подпорные стены, а также двухъярусные балконы на 900 мест. Ходили слухи не только, что якобы в 90-х годах тут было очень много мародерства и даже кладбища. Тут убивали не только бедных людей, а и богатых. Разрывали могилы, чтобы получить у покойника какие-то драгоценности, которые были захоронены вместе с ним. Также и убивали людей, а трупы хоронили неподалеку от театра. И даже были случаи, что и в самом заброшенном здании. Еще год назад, приблизительно, это место пустовало, и можно было сюда попасть. Сейчас, как вы ранее видели, все перекрыли забором. И как я выяснил, вроде иногда здесь проводят и дискотеки. Место это довольно мистическое и загадочное, так как тут было очень много трупов. Легенда, которую гласят киевляне,
что тут обитает полтергейст по имени Хозяин, к сожалению, проверить не могу. Как бы я ни пытался туда попасть, местность закрыта. И более того, там охрана, камеры и собака. С 2011 года в Зеленом театре размещался одноименный летний ночной клуб, которым управлял арт-директор Михаил Кацурин и финансовый директор Дмитрий Сидоренко. В 2014 году Зеленый театр работал и днем. На нижнем уровне клуба были открыты бассейны с навесом, гриль-бар и игровая зона. В сентябре 2014 года решением суда комплекс вернули в собственность общины из-за невыполнения условий аренды, и клуб был закрыт. С тех пор это место пустовало. И неизвестно, что было последние 7 лет в стенах этого здания. Что бы тут ни происходило, какие бы тут ни были обряды и вызывание духов, демонов, экзорцизм и рисование пентаграмм, это место несет столько гиблых душ, вот мы видим записи еще 1,5-2 года назад с интернета, как люди здесь ходили и как этот театр выглядел еще в то время. Это место настолько жуткое и страшное. Мне кажется, что даже если сейчас этот театр был бы открыт, то те люди, которые занимались мародерством, сатанизмом, вызыванием нечисти и так далее, до сих пор бы здесь обитали. Очень жаль, конечно, друзья, что я сюда не смог попасть. Я очень сильно хотел здесь провести сеанс ЭГФ или открыть правду всех мифов и легенд, которые ранее я вам сказал. Я хотел сам удостовериться, обитает ли здесь все-таки этот полтергейст по имени Хозяин. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо за вашу поддержку. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии. Жду камеру, чем быстрее приедет, тем будет лучше видео. Оставайтесь на канале, пишите комментарии. До новых встреч.